IT — это сложно, я гуманитарий. Надо было с детства учиться программированию. Такие сомнения привычны для людей, мечтающих развиваться в сфере современных технологий. До тех пор, пока они не узнают об HTML Academy, мы разработали уникальный курс по фронтенду, построенный на работе с живым кодом. Интерактивный интерфейс, реальные достижения и, конечно, инструктор Кекс. Более 400 бесплатных заданий, после прохождения которых ты сможешь создать свой сайт. Наши курсы уже прошли 350 тысяч учеников. Попробуй и ты. За предоставленный смартфон искренне благодарю магазин aj.ru, продающий технику Apple и не только по очень хорошим ценам, но и подписчикам, как всегда, скидки. Ссылка есть в описании. iPod, phone, internet communicator, iPhone's first birthday. We're gonna take it to the next level. It stands for speed, because this is the most powerful, fastest iPhone we've ever made. We're introducing iPhone 4. This is our new baby. I hope you love it as much as we do. Thank you very much. Read my message. iPhone 5. It is the most beautiful product we have ever made. The 5S is the most forward-thinking phone we've ever created. The iPhone 6, the best iPhone we've ever done. It's called 3D Touch. There's now two 12-megapixel cameras built in the iPhone 7 Plus. Как же сложно быть лидером. Стоит однажды сбавить темп, и все уже готовы тебя сожрать, крича, что ты уже не тот. И пока другие, чувствуя момент, пытались ускакать как можно дальше, Apple тихонько готовила свой самый ответственный и сильный анонс, пожалуй, с 2010-го. Ведь лидер потому и лидер, что берет и возвращается с новой силой. Добрый вечер, меня зовут Арсений Петров, и наконец-то вы смотрите обзор iPhone 10. Поначалу думаешь, все сегодня с двух сторон стеклянные, кого вы удивлять-то собрались? Но симбиоз первого и четвертого айфонов, двух по-своему лучших моделей из всех, выглядит изумительно. Если раньше растягивали iPod до размеров iPad, то сейчас растянули часы. Стальная основа, округлости, кнопки, преемственность видна в каждой мелочи, и телефон действительно славно выглядит. В обморок, конечно, не падаешь, здесь ни золота, ни керамики, ни изогнутости и другого баловства. Берешь и спасибо, это в общем-то то, чего я и хотел. Легкий, удобный, такой универсальный эппловский дизайн. Чище надо. Короче, корпус удался, и даже на огромный блок камеры внимания не обращаешь, но что это? Эй, мы недавно насмехались над кривой нижней частью самсунгов. Что нам теперь делать? Неужели не могли микрофон поровнее усадить? Благо, это единственная придирка. А то я уже переживать начал, ведь в какой-то момент цеплом что-то стряслось. Чудовищный внешний вид шестерок, по 2 модели в год, ощущение неопределенности и попытки угодить всем выглядели странно. А десятка — это наконец-то вернувшаяся идеология «спокойно, мы думаем за вас», где и размер, и все нюансы подобраны с учетом запросов большинства. Даже цветов всего 2, и главное, убрали дурацкую плюс-версию, а с ней и ограничения в младшей модели. То есть вам больше не нужно терзаться в сомнениях, что предпочесть, маленький размер или двойную камеру, все в одном. Хотелось бы верить, что в итоге обновляться будет только iPhone 10. Apple не любит, не привыкла и не умеет распыляться, а сейчас продает аж 8 айфонов. Тут важно расставить акценты, смелее отказавшись от старого, и надеюсь, айфонов 8s мы не увидим. Проблема с облизанием корпуса мне кажется гипертрофированной, а окантовка, если и царапается, то, как у всех, все-таки сталь.
Проверить стекло на обещанную запредельную прочность не удалось, не падало на меня, но полагаю, ситуация схожа с LG G6. Армейских стандартов здесь, конечно, нет, но ронять не советую. Нет-нет, раз на 6-й разобьется точно. И если вы, прищурившись, разглядываете эту царапину, то это не я. За мое использование ничего нового не появилось. В этом плане стекло точно такое же, как у всех. Царапается не меньше и не больше. Face ID это очень круто. Проецирует тысячи и тысячи точек на ваше лицо, составляя некий портрет. После открытия замочка надо провести пальцем, и это логично, ведь телефон сканирует лицо автоматически, а вдруг вам просто нужно узнать, который час, так зачем же ему сразу открывать рабочий стол? Единственное, что неудобно в процессе разблокировки, тянуться к самой нижней части экрана. Жест, на мой взгляд, должен читаться из любой точки и даже на выключенном дисплее. Разумеется, платежи, пароли, автозаполнение в приложениях тоже подтверждаются сканированием лица. Бесконтактная оплата стала в 1000 раз удобнее. Ну, сколько раз было, когда возьмешь холодную, с испаренной баночку напитка, а потом мокрым пальцем оплату подтвердить не можешь. А тут нажали гигантскую кнопку включения дважды, посмотрели на телефон и приложили к терминалу. Будь вы в очках, в шапке, в темноте или вообще в чем угодно. Срабатывает уже очень точно и быстро, но Apple упорно дорабатывает технологию, ускоряя ее в обновлениях. Дисплей старается занять максимальную площадь благодаря нестандартному выступу. Именно поэтому он выглядит больше и удивительнее, чем у других, при этом не стремясь к фальшивой безрамочности, из-за чего ни одного ложного касания ладонью у меня не было. Да, это по-прежнему дисплей в форме, а не дисплей форма, если вы понимаете. Ощущение того, что в ладони один экран, пока нет, но выглядит уже очень круто и решительно. Сам он впервые OLED. Apple многое старается делать сама, при этом не теряя фантастического умения дорабатывать чужое, и этот OLED без излишней насыщенности и грязного белого первый, который всем угодил. Да и давайте так, просто лучший дисплей в смартфоне сегодня. Глаза чудом не устают, на радужные отливы при наклоне внимания не обращаешь, яркости хватает даже на самый солнечный день в истории человечества, она тут и правда запредельная, хоть так называемых нит, и почти в 2 раза меньше, чем в Note 8, при этом Super Retina дисплей еще и один из самых технологичных. Помимо знакомого 3D Touch есть True Tone, подстраивающий баланс белого под окружающий вас свет, и Night Shift, напрочь убирающий синие оттенки для спокойного чтения в темноте. И что любопытно, несмотря на отсутствие айпадовских 120 Гц, сенсорный слой здесь обновляется с частотой 120 Гц, что делает касание еще точнее и отзывчивее по ощущениям. Жаль, правда, что возможность зажигать отдельные пиксели на идеальном черном цвете не использовали. Например, целиком включать дисплей при каждом взятии телефона в руку нет никакой необходимости. Достаточно было бы вывести замочек и часы, но оглядываться на Samsung не стали. Чего уж там, они даже черную тему не сделали, сволочи, ленивые. И я не хотел об этом говорить, но у меня он отказывался работать на холоде. Проблема оказалась не аппаратной, Apple ее успешно искоренила, и вроде бы повод зацепиться, мол, первые после грандиозных обновлений устройства компании до сих пор даются с трудом, но если присмотреться, начиная с 7-го iPhone чего-то катастрофического не было ни разу. Несмотря на объем критики в интернете, спустя время я не передумал. Apple действительно сделала во всех отношениях качественное устройство, и это и есть ответ на вопрос, стоит ли его покупать. Ну, разумеется, стоит. Именно 10 покажется вам чем-то сумасшедше свежим и радостным, особенно если у вас налажена некая тонкая эмоциональная связь с Apple, и вы чувствуете все изменения. Потому что здесь их больше всего. В рассказе об айфоне нет места игровой производительности. Всем и так очевидно, что она запредельна и не опускается ниже 60 кадров в секунду. Игрового смартфона лучше пока еще никто не сделал, и это факт. Другой вопрос, что суперпроцессор A11 Bionic заставляет с надеждой грустить. Нам до сих пор не дали ничего, оправдывающего столь грандиозную мощь. Пробовал редактор видео iMovie, но это даже не смешно. Пробовал дополненную реальность, пока рановато выводы делать. Большие документы, фоторедакторы и подобное, да привыкли уже вроде, что должно работать быстро. А ведь пора Apple потихоньку подавать пример, перенося профессиональные приложения в среду iOS. Я бы с удовольствием подключал периферию, монитор и работал бы себе спокойно. А пока мы только ищем оправдание космической цене, мол, это же наше основное устройство, мы его каждый день по 1000 раз в руки берем. Да пускай он стоит хоть в 3 раза дороже, лишь бы я понимал, зачем ношу в кармане маленький потенциальный компьютер. Дайте нам возможность забыть ноутбук дома хотя бы разочек, либо научите iOS работать с macOS еще плотнее, еще круче и разнообразнее. Вон, iPad же потихоньку понимают, зачем они нужны. Обидно, что одной ногой стоящий в будущем смартфон по сути не делает ничего нового и выдающегося. Все как у всех, стандартные задачи. На фоне разговоров о медлительности и тормозах интерфейса никаких адских неприятностей не случалось. Да, анимация капельку дергается, что порой злит
работает не потому, что бьет по глазам, а потому что как вообще? Но скорость и стабильность системы в целом устраивают. В памяти все держится долго, переключается между приложениями молниеносно, жуткие зависания, да не было их. Хотя стоит признать, программисты Apple стали хуже справляться с объемом и с каждой сборкой дают новые поводы для насмешек, но это не тихий ужас, как может показаться со стороны. Просто все меняется очень быстро. В отличие от некоторых, Apple старается параллельно развивать и железо, и софт. Они проделали гигантскую работу, надо дать им время и понять ситуацию. Вот я могу долго критиковать программистов Apple, но глядя на такое, понимаю, насколько сложную, ответственную и детальную работу они делают. Честно сказать, как-то давно я сам хотел научиться программировать, но все, на что меня хватило, это простенькие сайты. И я подумал, что если когда-нибудь я захочу написать приложение, то просто попрошу о помощи умных и знающих людей. И что здорово, этими людьми можете оказаться именно вы, если воспользуетесь инди-школой программирования HTML Academy. Основали эту школу разработчики со стажем более 10 лет, и готовит она востребованных специалистов для веб-индустрии с помощью двух основных продуктов: интерактивных онлайн-курсов, это курсы на сайте, причем 19 из них абсолютно бесплатно, но даже пройдя только их, уже можно будет научиться создавать простенькие сайты. Также, если вы еще не решили, что это ваше, можете попробовать, и если понравится, продолжите обучение, оформив подписку всего за 390 рублей в месяц, ну или за 2700 в год, это очень недорого. А для более быстрого и серьезного подхода выбирайте подходящие вашему уровню и желанию интенсивы. HTML Academy среди аналогов выделяется, во-первых, тем, что она уютная. У нее самый подробный курс. Вы переходите сразу к делу, к практике. С первого задания, работая с кодом, обучиться вы там можете, даже будучи с нулевыми знаниями, вообще не имея представления о том, что это такое, потому что ребята сделали обучение максимально интересным. Ввели достижения, игровую составляющую, испытания и, конечно же, только вслушайтесь, сопровождать вас будет код-инструктор Кекс. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему вы еще не нажимаете на ссылку в описании. То, о чем я мечтал со времен Windows Phone, Migo и моего BlackBerry, случилось. iOS полностью переходит на жесты, и именно этот факт столь сильно выделяет десятку на фоне остальных. Здорово, когда телефон можно просто взять в руку и начать использование. Жесты дополняют комфорт сенсорных интерфейсов, но местами не дожали. Например, когда двигаешь иконки, кнопка подтверждения ждет аж в верхнем правом углу, а так часто нужные центры управления и уведомлений вызываются от тех же верхних краев. Тянуться туда, сами понимаете, занятие так себе. Конечно, есть функция смещения содержимого к нижней части, но к ней и привыкать нужно, и это какой-то компромисс. Пора от него отходить. В следующих iOS, чтобы никаких кнопок, адресных строк и поиска наверху, только вниз, ближе к пальцам. Надеюсь, скоро нам вообще не придется думать о том, как держать телефон, чтобы дотягиваться до нужных элементов, и первый шаг в эту сторону Apple сделала. Много еще предстоит изменить, но в остальном iOS хорошеет. Посвежели иконки, шрифты, эффекты, постепенно уходят архаизмы и маленькие ползунки с кнопками. Явный тому пример — красивейший центр управления, где тот же уровень яркости регулируется весьма необычно. Вот App Store. Взял лучшее у Apple музыки. На главной теперь большие заголовки, красочные картинки, подборки и даже интервью разработчиков. Это теперь больше, чем магазин, это целый журнал. И хочется, чтобы он стал ориентиром для всей системы в целом. Мы именно к этому и движемся. Так уж повелось, что iPhone всегда был шикарной камерой на каждый день. Бешеная скорость, минимум настройки, точный авторежим, навел, снял и весь Instagram обзавидовался. В этом и все отличие. Многие снимают очень достойно, но именно здесь вы максимально беззаботно получаете чистую, спокойную, светлую, естественную по цветам и резкости, приближенную к реальности картинку, готовую и к публикации как есть, и к любой обработке в виде тех же фильтров, без которых вы наверняка все равно не обходитесь. Оптическая стабилизация есть на обоих сенсорах, и работает она как-то средне. Головокружительной тряски нет, но макроснимки часто смазывались, а видео заметные хоть и незначительные, но неприятные глазу подергивания. Они за секунду исправляются в редакторе, но могли бы у Гугла программную стабилизацию с помощью гироскопа подглядеть. А так iPhone 10 сегодня — это идеальный инструмент для видеосъемки. 4К 60 кадров в секунду при должном подходе и сноровке годятся для серьезных проектов. И лично я бы, снарядившись стабилизатором, снимал бы что-то даже для Ютуба. Мы протестировали его в студийных условиях, поснимали на бегу, и вот настолько он хорош.
Однако справиться с пересветами на коже так и не удалось, как не снимай. Это уже отличительная черта. Значение экспозиции и баланса белого неистово гуляют в процессе съемки людей, и для достижения результата придется, как вы хотели, вдумчиво ставить кадр и, возможно, пользоваться сторонними профессиональными приложениями с ручной настройкой. Но вывод в том, что если вы хотите использовать его как вторую камеру для дела, он подходит. Всего две версии, на 64 и на 256 гигабайтов. И учитывая новые форматы, сжимающие фото и видео в среднем на 40-50%, можно подумать, что это повод сэкономить. Но тут у вас два варианта. Во-первых, Apple так и не сделала равноценного по цене и удобству аналога Google фотографиям. Во-вторых, 1 минута 4К 60 кадров в среднем весит 400 мегабайтов. Если вы постоянно редактируете отснятый материал, путешествуете, то есть интернет высокоскоростной не всегда с вами, берите максимальную версию, так будет спокойнее. Ну а если снимаете для себя и чтобы раз в месяц показать друзьям, оплачивайте iCloud и смело берите 64 гигабайта. Вам, думаю, хватит. Чего еще? Портретный режим. В целом окей, чего не скажешь о режиме портретного освещения, имитирующем съемку в темном помещении или, например, на студии, хотя попытка стилизовать мое лицо под собственный логотип над кусом рассмешила невероятно. Несмотря на тестовый статус функции, я вообще не понимаю, зачем она нужна, но если хотите художественный снимок, потрудитесь, поставьте свет. У вас точно получится лучше любого алгоритма. На мой взгляд, это сделано только ради того, чтобы быть сделанным. Очень странно. Забавный инженерный факт. Аккумулятор тут сдвоенный и занимает все доступное место, поэтому его удалось сделать относительно емким. Хотя рассуждать о времени работы дело неблагодарное. Сколько бы графиков я ни нарисовал, сколько бы ни рассказывал о том, как пользовался телефоном, наши с вами сценарии наверняка будут отличаться. И единой величины измерения времени работы у нас нет, поэтому просто скажу, что iPhone 10, по моим ощущениям, это самый долго работающий iPhone из всех, что я видел. Дольше 6s, дольше 7 Plus. Если пойти дальше и сравнить с Android флагманами, то это как минимум не хуже. И благодаря оптимизации точно выдает вам целый рабочий день. Вечером еще на пару видео останется. Аплодируйте! Он не выключается на холоде. Может быть, надо было съездить на Дальний Восток и проверить в минус 50, но тест в морозилке он успешно выдержал. Поговорим таки о жадности. Многие ругают Apple за старый, дряхлый одноамперный адаптер питания в коробке, и все бы ничего, да только с точки зрения науки здесь ничего нового. Тот самый привычный литий-ионный аккумулятор, который, как вы знаете, с годами теряет свою емкость. А влияние быстрой зарядки, которая здесь тоже есть, к сожалению, изучено не до конца, и скорее всего она действительно пагубно влияет на здоровье батарейки. Вот и получается, что такой слабый адаптер питания, щадящим образом заряжающий батарейку, это единственный способ продлить ее срок службы. Поэтому гипотетически использование комплектного адаптера питания, если вы покупаете телефон на несколько лет вперед, пойдет вам только на пользу. Но если вы не в силах удержаться от непреодолимого желания потратить кучу денег на мощный 12-ваттный адаптер питания, я все равно порекомендую вам понаблюдать за собой пару-тройку недель. Вы наверняка будете удовлетворены тем, что телефона хватает на целый день, и на зарядку вы его ставите, как правило, ночью. А там не все ли равно, сколько, час, 2 или 3 он проведет у розетки. Наконец-то есть беспроводная зарядка, так что плакаться, мол, убрали разъем для наушников, и я теперь не могу слушать музыку и заряжаться одновременно, можно прекратить. Кладете на практически любой коврик и вперед. И Apple тут молодцы, не став городить лишнего, а то многие хотели зарядку по воздуху, ведь у нас мечта получить поверхность для зарядки в каждом кафе, самолете и где угодно, и она стала ближе. Не стоило требовать собственного стандарта, это не Tesla, строящая станции по всему миру. Я сомневаюсь, что вам было бы приятно зайти в кафе за углом и суметь зарядить там только iPhone, а не свое Android или любое другое устройство. Ну, логику вы понимаете. Apple подключилась к уже привычной технологии, что необычно, но похвально. Динамики громкие, приятно играют, можно и фильмы посмотреть без проблем, и музыку послушать иногда. Разговорный тоже участвует, создавая ощутимое стерео, а сам по себе во время звонков лично у меня не трещал и всегда чисто передавал голос. В моей студии сейчас относительно тихо, хоть я и специально отворил все окна. Машины за окном беснуются, но вы их просто не слышите. И обратите внимание, как глубоко, точно и с отсутствием цифрового налета передается мой голос.
Надо сказать, качество связи здесь превосходное. Даже в сложных условиях, когда выходишь из метро, за сеть цепляется мгновенно, а геопозиция в машине отслеживается на твердую 5. Учитывая, что это никакой не аудиофильский смартфон, и развлекаться лослесами мы здесь не будем, скорее всего, пользуясь стандартной Apple музыкой, звук в наушниках просто феноменальный, яркий, разборчивый, громкий до предела, мне очень понравился. Что до комплектных наушников, хотя мы уже поговорили о жадности, то если вас не особо заботит этот беспроводной ажиотаж, не бегите тратить деньги на AirPods. И AirPods за одних по звуку не особо отличаются. Если разница есть, то компенсируйте ее лучше покупкой копеечных резиновых насадок на eBay. Они уплотняют наушники в ушной раковине, делая звук точнее, объемнее. С другой стороны, Apple ведет себя очень странно. Кричим о беспроводной эре, но в комплекте с флагманским смартфоном лежат наушники 5-летней давности. Пользователи айфонов, так уж повелось, не особо интересуются происходящим у других компаний. Поэтому все эти безрамочные дисплеи и беспроводные зарядки мало заботили людей до iPhone 10, ставшего для них новым и необыкновенным. Конечно, критики ждали его раньше, но не зря же Apple в первую очередь рассказывает об удовлетворенности своих покупателей, а не бесконечно цитирует гик-форумы, потому что у них хоть все и выглядит отстающим, но происходит каждый раз вовремя и сильно. And we are calling it iPhone. 10 лет прошло с этой фразы, обозначившей начало феноменальной истории, сквозь которую мы вместе с вами прошли. Эти самые 10 лет назад невозможно было представить, что столь простое на первый взгляд устройство перевернет мир. App Store оцифровал все вокруг, превратив в приложение. Apple Pay начал развитие бесконтактных платежей. Интерфейсы стали проще, без джойстиков и кнопок. Могу еще неделю перечислять, но просто с юбилеем iPhone. Неподражаемый, единственный, патетика. Как я люблю, и Apple, надо ей отдать должное, сумела отметить эту дату не революционным, нет, а просто классным обновлением. Благодарю всех, кто помог этому видео состояться. Несравненный магазин aj.ru, продающий технику Apple и не только по супер заманчивым ценам, школу программирования htmlacademy.ru, а еще большое спасибо моему товарищу Алексею. Если хотите заказать коммерческую съемку, пишите. Ну и, конечно, спасибо вам за поддержку, за то, что подписываетесь на канал, Twitter и другие социальные сети. Ну а это был Арсений Петров и вот такой вот рассказ об iPhone 10. Новых нам встреч.